Срочная эвакуация правительства, тревога в столице Литвы, НАТО немедленно активизирует воздушную миссию. Очередной провал Путина в Китае. Московского гостя поставили на место. Пекин променил Россию на США. Трамп экстренно усиливает защиту. ПВО над резиденцией президента. Белый дом перешел в режим обороны. Америка понесла тяжелейшие потери. Десятки единиц техники и десятки миллиардов долларов. Окончательное решение о выводе войск. Об этих и других событиях к вечеру среды 20 мая. Среда – середина недели, а мы посреди всего, в самой гуще событий разбираемся просто, четко, понятно и по делу. Это «Нехта», в студии Олесь Корниенко. Беспрецедентный переполох из-за дрона. В Литве объявили тревогу из-за беспилотника, двигавшегося со стороны Беларуси. Президента, премьера, спикера Сейма, министров и депутатов срочно увели в укрытие. Сейчас мы наблюдаем воздушное вторжение в воздушное пространство Литвы. Миссия воздушного патруля НАТО активирована и нацелена на беспилотник, который мы обнаружили в воздушном пространстве Литвы. В столице страны объявили красный уровень тревоги. Жителям Вильнюса приказали пройти в убежище и ждать дальнейших инструкций. Параллельно в небо подняли истребители НАТО. Накануне самолеты Альянса сбили украинский беспилотник в небе над Эстонией. Ранее попадание украинского дрона в нефтебазу на территории Латвии привело к распаду правительственной коалиции. Киев заявляет, что это происходит из-за намеренных действий российского РЭП. Москва, в свою очередь, обвиняла страны Балтии в том, что они пропускают украинские беспилотники через свое воздушное пространство, позволяя им бить по целям в России. В Брюсселе резко отреагировали на все эти инциденты. Публичные угрозы России в адрес наших стран Балтии совершенно неприемлемы. Пусть не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена – это угроза всему нашему Союзу. Россия и Беларусь несут прямую ответственность за беспилотники, угрожающие жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге. Европа ответит единством и силой. Си Цзиньпин принял Владимира Путина. В последнее время встречи такого уровня для российского правителя стали редкостью. Да и сам визит в Китай – первый в этом году выезд хозяина Кремля за рубеж. Как пишут западные СМИ, главной целью московского гостя является уломать китайского вождя на строительство второй ветки газопровода «Сила Сибири». Отмечу, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок. Путин накануне поездки даже распорядился сделать китайским товарищам рекордную скидку на голубое топливо. Особо символичным на этом фоне выглядит факт отправки в Китай 4 танкеров с американским сжиженным газом. Суда как раз вышли из порта и направились к берегам КНР. В Тяньцзине они должны пришвартоваться после 15 июня. Ну вот такое интересное совпадение. Россия открыто угрожает странам Балтии, в Литве тревога из-за дрона со стороны Беларуси, а США все громче намекают Европе: спасение НАТО – дело рук самого НАТО. Администрация Трампа собирается сократить резерв американских войск, которые могут прийти на помощь союзникам в случае войны. По данным Reuters, об этом Пентагон объявит уже на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе в эту пятницу. Речь идет не о символическом шаге. США хотят серьезно уменьшить силы, которые готовы быстро перебросить в Европу во время кризиса. При этом в Вашингтоне прямо говорят: Европа сама должна тянуть обычную войну, а Америка оставит за собой только ядерный зонтик.
Война на истощение для России все больше превращается в мясорубку. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия сейчас теряет на фронте в 3,5 раза больше людей, чем Украина. По его словам, по убитым разница еще сильнее. В отдельные дни потери России могут превышать украинские в 7, а то и в 9 раз. Сырский подтвердил, что ВСУ сейчас делают ставку не только на оборону, но и на максимальное уничтожение российских сил. И именно поэтому Украина все активнее использует дроны, дальние удары и тактику изматывания. Для чего Кремль снова достал ядерную дубинку? Западные аналитики раскрыли игру Москвы. Россия внезапно объявила масштабное учение с ракетами, подлодками и стратегической авиацией. В Американском институте изучения войны считают, что это попытка отвлечь внимание от проблем на фронте. В маневрах участвуют более 64 тысяч военных, почти 8 тысяч единиц техники, десятки кораблей и более 140 самолетов. Москва также анонсировала совместные ядерные учения с Беларусью. Аналитики напоминают, такие внезапные ядерные спектакли Россия обычно устраивает в моменты, когда хочет надавить на Запад и уменьшить поддержку Украины. Пока Путин пытается уговорить Си Цзиньпина на строительство нового газопровода, украинские дроны продолжают превращать российскую нефтянку в руины. Ночью под удар снова попали сразу несколько крупных объектов. В Ставропольском крае беспилотники атаковали химкомбинат «Азот» в Невинномысске. После удара в промзоне вспыхнул пожар. Долетели дроны и до Нижегородской области. В Кстово загорелся НПЗ «Лукойла», один из крупнейших в России. Дымит вот отсюда откуда-то. Тем временем стало известно, что после воскресной атаки остановил работу московский нефтеперерабатывающий завод. Чуть ранее прекратил переработку нефтерязанский НПЗ, который тоже снабжает топливом столицу России. Идея, которая всплывала в ряде публикаций западной прессы, отвергнута публично. Джей Ди Венс высказался резко о возможности посредничества Москвы в ядерной сделке с Тегераном. Об этом вице-президент США заявил во время брифинга в Белом доме. Итак, о передаче России обогащенного урана. Послушайте, эти вопросы обсуждаются в ходе переговоров. В настоящее время это не входит в наши планы. Это никогда не входило в наши планы. Я видел некоторые сообщения об этом. Не знаю, откуда они взялись. Кроме того, Венс поделился еще одной головной болью. В Белом доме часто не могут понять, чего хотят представители Исламской Республики. Возможно, сами иранцы не совсем понимают, в каком направлении хотят двигаться. Кроме того, это просто раздробленная страна. Есть руководство страны, есть верховный лидер, и затем есть множество чиновников ниже верховного лидера, которые имеют определенное влияние на переговоры. Поэтому у Венса до сих пор нет уверенности, что сделка будет заключена. Тем временем Вашингтон продолжает давление на режим. Хоть Трамп и дал соратникам Аятоллы еще пару дней, отсрочив военные удары, охота на теневой флот продолжается. Как пишет The Wall Street Journal, американские силы захватили в Индийском океане танкер Skywave. Судно могло быть загружено более чем 1 миллионом баррелей сырой нефти. По данным системы отслеживания передвижения судов, во вторник танкер был замечен к западу от Малайзии. Накануне Центральное командование вооруженных сил США отрапортовало, что с начала морской блокады американские ВМС перехватили почти 90 связанных с Ираном торговых судов. Россияне продолжают бить по стратегическим объектам Украины. Сегодня это были больница, музей и жилые дома. В центре Конотопа шахед разрушил многоэтажку. От удара обвалились сразу 3 этажа. Позади меня многоэтажка, части ее нет, и там люди.
По предварительным данным, пострадали как минимум 6 человек. Под удар также попала местная больница. В зданиях по всему району выбиты окна и двери. Также во время атаки был уничтожен музей. Били захватчики и по Днепру. Тут известно о 2 погибших, еще 6 человек ранены, 3 в тяжелом состоянии. После атаки в городе повреждены склады с продуктами, частные дома и автомобили. Одновременно массированный налет дронов пережила Одесская область. Тут шахед повредил строящуюся многоэтажку. Американская операция против Ирана оказалась куда дороже, чем публично признавал Белый дом. Из отчета Конгресса выяснилось, что за несколько недель боевых действий армия потеряла 42 воздушных машины. В списке 4 истребителя F-15, новейший F-35, 7 заправщиков, ценнейший разведчик «Авакс», вертолет и 24 ударных дрона «Риппер». Общая стоимость операции оценивается Пентагоном в $29 миллиардов. Самое любопытное, Пентагон до сих пор не опубликовал полный отчет о потерях. В Конгрессе прямо намекают, власти могут скрывать часть информации, потому что такие данные показывают слабые места американской авиации в современной войне. Находится на крыше, имеет моторчик и пропеллер, но речь не о Карлсоне. Белый дом готовится не только к танцам, но и к войне дронов. Трамп заявил, что новое здание на территории резиденции президента США сможет выполнять и оборонные функции. Речь идет о новом бальном зале, который строят на месте снесенного восточного крыла. На крыше хотят разместить системы ПВО. Мы называем это портом для дронов. Он будет вмещать неограниченное их количество. На крыше у нас будет самая большая империя беспилотников, которую вы когда-либо видели, и она будет защищать Вашингтон. Сам Трамп назвал проект одним из самых красивых зданий в истории страны и добавил, что на стройку уже ушли сотни миллионов долларов. Часть денег дали спонсоры, часть вложил он сам. В России продолжают переписывать историю с удивительным азартом. В РПЦ заявили, что основателем советской пионерии был последний русский царь. И пионерия, и движение первых должны сегодня отмечать день рождения своего основателя, святого страстотерпца Николая II. Митрополит Екатеринбургский Евгений объяснил свою тезу просто. Мол, большевики лишь скопировали дореволюционных православных скаутов. Те, дескать, носили галстуки и использовали призыв «Будь готов» с ответом «Всегда готов». Интересно, что бы на это сказала Надежда Крупская, которую называли создательницей пионерии в советское время. Да и сам Николай II, которого расстрелять отдал приказ супруг Крупской, Ленин. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.